Всем привет! Решил записать внеочередное видео о том, как я банкротился. Процедура такая. Но у меня судебная была. Есть внесудебная, есть судебная. История моего знакомства с банками началась в далеком, по-моему, 2003 или 2005 году, я уже не помню. И с этого момента все и началось. Как обычно, берешь кредит. Я, точнее, взял карту, отдал, все нормально. 30 тысяч рублей, по-моему. Потом вторую карту на 50 тысяч тоже отдал. В то время, сами понимаете, 20 лет назад 30 и 50 тысяч это были совершенно другие деньги. Нет, все отдал, без проблем. Потом взял кредит на 200 тысяч, по-моему, или отдал, потом на 300 отдал. И потом что-то на 500, и уже все, работу потерял. Точнее, я еще в те моменты терял работу. Все, выкрутился. А тут, в общем, грубо говоря, попал, как она называется, там, долговая яма, что ли. Крутился я в ней, наверное, лет 7. Опять же, плюс-минус по годам. То есть я отдавал, и реструктуризация, что только не делал. И, соответственно, не помогло. Не смог я выпутаться. И такой думаю, да пошли вы все нахрен со своими деньгами. Не могу я отдать. Что вот мне делать? Банки навстречу не идут. Коллекторы грузят. Поначалу грузили, потом-то я уже научился с ними общаться. Совет вам такой обалденный. С ними вообще не надо общаться. Они никто, и звать их никак. Я перестал отвечать на звонки. Домой ко мне, по-моему, не приходили ни разу. Месяц, и все, и они пропали. То есть им не давать повода вообще никакого. Судебные приставы мне слали только письма о том, что был суд. Конечно, меня на него не приглашали. Может быть, и приглашали, но я такого не помню. То, что судебные приставы прислали мне извещение, что вы должны, там, постановление суда, и все. И 2 было постановление о том, что мне выезд за границу запрещен там на 6 месяцев. Одно, а потом через несколько лет второе пришло. Все, то есть с судебным приставом у меня вообще проблем не было. Это я к чему вообще начал записывать это видео? У меня на той неделе человек 5 мне знакомых позвонил и говорит, слушай, ты обанкротился, как это все происходит, и вообще, страшно ли это, жить-то потом. То есть народ не информирован. Но решил короткий ролик записать, потому что подробности либо другой ролик запишу, если будет возможность, там в комментариях отвечу. Или запишу более подробный ролик. В принципе, года 2 назад или даже 3 года назад я решил обанкротиться, тоже думал, гадал туда-сюда, и что-то тут с одной девчонкой мы там такие решили, думаю, давай-ка обанкротимся. Она говорит, я тоже хочу обанкротиться, что-то надоело мне все это дело. С коллекторами, с судебными приставами, за границу не уехать. Нашли мы финансового управляющего, с ним встретились. Но у меня была такая проблема, что у меня около 15 банков, у нее всего 2. Соответственно, ей взяли, с нее денег взяли меньше. С меня взяли больше. Там сумма была на 30 тысяч или на 40 дороже. То есть, представляете, да, себе. Конечно, никаких договоров у меня нет с банками. Больше половины банков, наверное, не работает уже. Мне пришлось ездить в АСВ. Ездил я потому, что это быстрее получить документы с АСВ. Это агентство страхования вкладов. Если банк лишается лицензии, то, соответственно, отдают все документы в это АСВ. Так что не переживайте, если банк отозвали лицензию, то про вас не забыли. Собственно, и все. Где-то месяц мы подготавливались. Какой месяц? Недели 2 подготавливались. Собирали документы, она и я. И где-то через еще неделю подали документы в суд. И где-то через месяц был суд, и все, и ты сразу банкрот. И начинается после этого процедура, забыл, как она называется, в общем, поиск имущества твоего происходит. То есть все счета, то есть ты все счета отдаешь финансовому управляющему своему, то есть говоришь, в каких у тебя банках есть любые средства, вклады, кредиты, неважно. То есть не надо врать, ему лучше сразу все говорить, честно и правду.
Ну, соответственно, перед процедурой банкротства нужно подготовиться. И если у вас есть квартиры, машины, то все это будут изымать. Ну, конечно, не все, а ту часть денег на продажу выставлять, которую вы должны. И, по-моему, существует 3-летний как бы срок давности. То есть, грубо говоря, если вы там в течение 3 лет какие-то совершали сделки покупки имущества, продажи, либо автомобили, то они как-то признаются, аннулируют их, что ли. Ну, в общем, ничего там на самом деле страшного нету, если вы там человек, как бы, у вас в собственности ничего нету, работа у вас неофициальная, то банкротство это только для вас, только в путь. Вот так же, как и у меня. У меня в собственности ничего нету, и работа неофициальная. Вот. Ну и где-то все нормально, все у нас хорошо, суд прошел, проблем нету. Ей назначили суд через, по-моему, 5 месяцев после... Да, через 5 месяцев. Мне назначили через 9. То есть получается, что я обанкротился практически год. Мне так и сказали, от 6 до 12 месяцев. А она обанкротилась, ну, считайте, там, за 6 месяцев. Не знаю, с чем это связано. Может быть, с количеством банков. Ну, хотя управляющий сказал, что это не имеет значения. Сколько банков, хоть 100. Так единственное, что документы просто собирать. И, соответственно, дороже выходит из-за того, что они же там, финансовый управляющий, письма пишет. Это же все на вас. Это вы платите за это деньги. Ну и что, в итоге я обанкротился, все без проблем. Она тоже. Она, по-моему, на 10 миллионов у нее был долг, у меня на 5. Ну, соответственно, 5 миллионов я не брал. Это долг образовался от процентов, который банк накручивает на вас за просрочки. Вот. Единственная проблема у меня случилась такая, я, конечно, не ожидал. Да никто не ожидал, что уже получив вот эти все документы, вот эти 2 суда было, то есть все, я уже банкрот, никаких претензий ко мне нет, мне прилетает на госуслуги, что вы должны. Я лезу в ФССП, смотрю, там мое исполнительное производство, которое закрыто, ну, правда, не по банкротству, по 46-й статье, оно закрыто, и оно опять же возобновлено. И возобновлено именно после уже банкротства моего. То есть после даже реализации имущества. Я в шоке. Звоню финансовому управляющему, говорю, что делать? Он говорит, ничего, пишите жалобу в госуслуги. Я написал жалобу. И он говорит, езжайте туда, прям к судебным приставам. Прям вот езжайте к ним. Приезжаю я к судебному приставу где-то через неделю после того, как я написал жалобу. Ну, конечно, ни ответов никаких не получил. Вот. Приезжаю я к судебному приставу, там народу просто тьма, даже женщины с детьми есть, ну, видимо, алименщики, на алименты подают. Вот. Ну, кстати, очередь, очень много народу на входе. На самом деле там все рассасывается, и судебные приставы, ну, по крайней мере, они как-то вот, я в очереди стоял там минут 15, наверное. То есть быстро как-то все, на потоке. Прихожу к судебному приставу, ну, я взял, конечно, с собой паспорт, документы. Говорю, так, мол, и так, он на меня такими глазами, ой, я ничего не знаю, у меня здесь все нормально. Я говорю, ну, как нормально, я уже на вас жалобу накатал с госуслугами. Он такой, ой, извините, туда-сюда, увидел эту жалобу, ой, прям шелковый, куда деваться, прям извините, пожалуйста, у нас очень много работы, до вас не дошло время. Я говорю, ну как, вы что, судебные документы, что ли, не видите? Нет, мы не видим. Ну, в общем, я говорю, как мне быть? Он даже у меня паспорт не взял и даже мои копии документов не стал смотреть. Просто фамилию, имя, отчество скажите и все. Ну, типа, вы это? Я такой, да. И он такой, ну все, можете идти, я закрываю ваше дело, все без проблем. Я говорю, а когда можно будет узнать там, ну, сколько по времени? Он говорит, ну, раз в неделю база данных на ФССП обновляется, поэтому, говорит, ну, в течение 3-4 дней я вам все закрою. Но вы увидите примерно через неделю. Но, говорит, я, честно говоря, даже не думал об этом. Но, говорит, не надо смотреть на сайт ФССП, смотрите в госуслугах. Потому что госуслуги, говорит, обновляются быстрее, чем сайт ФССП. Представляете себе, вот неожиданное такое. И действительно, по-моему, через день или через 2 у меня в госуслугах опять
у вас же у вас нет задолженности. Я обрадовался, на сайт ФССП залез, там тоже все чистенько, 47-я статья уже у меня, ну, то есть это банкротство. Я обрадованный такой, а мне как бы нужно сейчас официально работать. Я подхожу к руководству, говорю, мне надо официально, оформляйте, мне они, да не вопрос. Сейчас бухгалтер говорит, через 2 недели в отпуск выйдет, как закрутилось-то все, да, такой думаю, ага, 2 недели еще ждать, а это это был где-то начало августа, по-моему, или, ну, неважно. Вот, и представляете себе, проходит буквально несколько дней, мне опять на госуслугах вы должны. Я, ё-моё, что за фигня, опять лезу на сайт ФССП, исполнительное производство открыто, только уже другое. Там другой судебный пристав. Я звоню опять управляющему, говорю, так, мол, так. Он говорит, ну опять что, пиши жалобы. Только, говорит, пиши на госуслуги и жалобу пиши самому главному судебному приставу России. По-моему, так. В общем, залез я на сайт ФССП, нашел координаты этого дядечки. Я забыл, как его фамилия, ну, найдете, если надо. Написал письмо сам, ну, там в свободной форме. И прям руками поехал, отвез эту жалобу со всеми своими распечатками в приемную. Там тоже быстро все, минут 15-20 оформили, отдали мне завизированную вторую копию моей жалобы. Я говорю, сколько ждать? Он говорит, ну, ждите недели 2. Ну, плюс-минус. Это был, по-моему, конец августа уже. Нет, вру, середина августа была примерно. Точнее, да, середина августа. И вот до сих пор, сейчас начало ноября, мне ни одного ответа не пришло. Но опять, я поехал после того, как подал жалобу, через неделю опять еду уже к судебным приставам, уже знаю, что делать, как говорить. Подхожу к нему, ну, к другому судебному приставу, говорю, так, мол, и так. Он на меня опять такими же глазами. Ой, извините, у нас много работы, пожалуйста, простите. Мы вот прям закрутились. Я говорю, я уже жалобу на вас написал. Ой, зачем? Вы бы ко мне приехали сразу. Я говорю, вы вообще понимаете, что как это я к вам буду вот бегать, что ли, за вами? У меня все по суду. Вот, пожалуйста, 2 моих судебных решения. Вот первое решение, что я банкрот, и второе решение о реализации имущества, что с меня нечего взять. Все. Уже, грубо говоря, месяц прошел, даже больше. У вас уже должны быть по-любому документы. Сейчас же все в электронном виде. То есть, ну, типа, вы бы пришли ко мне. Ну, действительно, как бы я пришел, все нормально. Он прям при мне закрыл мое дело. Там красненьким оно светится в компьютере. Потом, правда, желтым начало светиться. До зеленого, говорит, вечером дойдет. Мне день надо будет закрыть. После там 5 часов, по-моему. И все, буквально там через 2 дня на госуслугах у меня опять задолженности нет. ФССП без проблем, все на сайте. И все. Вот такая вот история. То есть, ну, если вдруг так же у вас все произойдет, прям пишите жалобу на госуслугах, и буквально там через 2-3 дня, ну, точнее как, там на сайте ФССП нужно записаться. И когда вас запишут, там тоже, по-моему, в течение 2 недель вы можете и на следующий день записаться, если повезет. Если нет, то в течение 2 недель вас запишут. Езжайте смело к судебному приставу, только возьмите, конечно, распечатки все, паспорт. Вот, на всякий случай. Хотя у меня ни в 2 этих случаях не спрашивали ни паспорта, ни дел. То есть у них все есть в компьютере. Это будет намного быстрее, чем вы там будете писать какие-то жалобы, там еще что-то. Но жалобу мне финансовый управляющий сказал, обязательно надо написать, на всякий случай, чтобы была. А только потом ехать к судебному приставу. Не знаю, зачем это нужно, но, в общем, так вот. Ну, собственно, все. То есть я обанкротился, проблем нету. То есть живу, официально работаю. У меня вот зарплата на карту идет. И так что проблем в этом нету. То есть ИПшку можно открывать, ООО нельзя открывать, по-моему, и генеральным директором нельзя быть, и финансовым директором, там, по-моему, в течение 5 лет. Но опять же, я говорю, это, если кому надо, все узнаете. Финансовый управляющий вам все расскажет, да и в принципе в интернете есть. Так что никого не призываю банкротиться. Лучше, конечно, отдавать кредит вовремя, без просрочек. Но если уже какая-то ситуация возникла, вот мой совет: не тяните. Вот вы понимаете, что вы не вытягиваете, у вас уже там какие-то просрочки долгие, крупные пошли. Все. Лучше идите сразу,
либо через МФЦ, либо через финансового управляющего. Через суд это все делается. Стоимость не такая уж и дорогая на самом деле. Ну, то есть пока я никаких не вижу в себе каких-то определенных преград. То есть комфортно я себя чувствую. Единственное, что я пытался сейчас выправить свою кредитную историю на всякий случай, чтобы была возможность все-таки взять кредит. Время-то у нас, сами понимаете, непростое, но оно всегда непростое. И думаю, на всякий случай выправлю кредитную историю. Пусть у меня там какие-то, может быть, кредит мне какой-то все-таки дадут. Ну, соответственно, я его не буду брать. Ну, знаете, лежат и лежат деньги в банке. Не дают никак. Даже не рассрочки никакие, даже не 2000 рублей вот в ДНС пошел. Хотел там наушники, типа хотел купить в рассрочку. Никакой банк не дает. Единственное, да, начали кредиты предлагать эти, как микрокредитные организации. Вот это вот. Ну, соответственно, я с ними связываться не буду, не хочу, не нужны они мне. И финансовому управляющему позвонил, он говорит, что ориентировочно через год тебе может быть, не может быть, скорее всего, дадут кредит какой-нибудь такой, типа там 30 тысяч рублей. Вот, но банки должны все-таки видеть, что у тебя идет зарплата, что ты типа работаешь. А я-то начал работать только с сентября месяца. Сейчас сентябрь, октябрь и вот начало ноября. Ну, то есть даже 3 месяцев по большому счету нет. Поэтому смысл брать кредит никакой. Ну, я просто этих не знал тонкостей. А так кредиты можете брать без проблем. Но, опять же, говорю, надо работать официально и получать зарплату. Ну, такую нормальную. Если вы еще иждивенец, то хотя бы от 50, наверное, тысяч рублей. Ну, собственно, все. Так что, если вдруг какие-то проблемы, лучше сразу банкротиться. Ну, конечно, не доводить до этого. Но я говорю, я комфортно себя чувствую вообще. То есть, все, я чистенький. Так что все, всем спасибо за внимание. Если какие-то вопросы, задавайте в комментариях. Если нужны какие-то подробности, могу еще одно видео записать. Но, опять же, не вижу в этом смысла. Хотя, я говорю, думайте, решайте. Если интересно, то видос могу еще запилить. Один такой более подробный, но у меня, соответственно, нужен список вопросов. Ну, все, всем пока. Всего доброго. Всем до свидания.